Всем привет, меня зовут Ируша, и в этом видео я буду говорить про дружбу, и это не просто для меня слова, я знаю, что такое настоящая крепкая дружба, мне повезло с этим, потому что я действительно считаю, что это большое везение в жизни иметь настоящих друзей. В последнее время такая тенденция, вы все прекрасно знаете, популярны соцсети и интернет, и люди все реже и реже знакомятся в реальной жизни, все переходит онлайн. И я заметила в последнее время настроения в обществе такие, что люди друг от друга отказываются. Вот, например, это даже касается любовных взаимоотношений. Мужчины, которые говорят, что сейчас девушки пошли меркантильные, нам такие не нужны, мы сосредоточимся на себе. Девушки, которые говорят, что да мы все без них можем, зачем он вообще нам нужен. И это касается дружбы. И есть, конечно, такие люди-одиночки, которые вот интроверты, они замкнуты в себе, они в своей ракушечке, в своем домике. И здесь тоже оборотная сторона, может быть, человек не умеет строить взаимоотношения с людьми, потому что это не просто в дружбу нужно вкладываться. Это такие же взаимоотношения, как с партнером, как с любимым человеком, может быть, даже и посерьезнее, потому что любимый человек может разлюбить и уйти, а дружба может существовать всю жизнь. И вот на чем она базируется, как она строится, это вот я сегодня буду рассказывать свою историю дружбы, и мне бы хотелось в первую очередь сказать, вот если убрать, например, взять какую-то страну и оставить все в нем, но убрать вообще людей, вот вы останетесь один. Все-таки люди социальные, да, и нам вот такой вот случай, если убрать, останутся какие-то развлекательные центры, то есть вы туда можете ходить, развлекаться, еще что-то, но людей вообще не будет. И тогда какой смысл вообще в этом мире, если нету людей? Нам очень важно взаимодействие друг с другом. Мне кажется, одна из задач в жизни научиться правильно взаимодействовать с людьми и в том числе и помогать друг другу. И вот моя история, я почему еще хочу рассказать это, потому что вот я сейчас заметила то, что муссируется такая тема одиночества, и люди действительно часто бывает в зрелом уже возрасте становятся одинокими и хотят наладить с кем-то взаимоотношения, но бывает часто, что не получается или не встречается такой человек. И в юности все гораздо проще возникает. Я раньше вообще никак не анализировала, как я знакомлюсь, как у меня получается так, но у меня было очень много подруг, и с возрастом, когда ты уже становишься зрелым, те вещи, которые тебя интересовали в юности, все это трансформируется, и уже в таком осознанном возрасте тебе это перестает быть важным. И это важный момент, то есть в какой-то период жизни могут разойтись пути с каким-то конкретным человеком. И, в общем, все сейчас расскажу. Просто раньше я, например, расстраивалась, когда какие-то люди уходили из моей жизни. Сейчас я не расстраиваюсь вообще. Я просто делаю какие-то определенные выводы, которые в дальнейшем мне могут помочь грамотно и правильно взаимодействовать с другими людьми, которых я буду встречать на своем пути. Есть, кстати, книга такая хорошая, «5 языков любви» называется. Она, конечно, относится больше именно к взаимоотношениям между мужчиной и женщиной, но я очень рекомендую вам ее читать. Во-первых, она очень хорошо дает понять, что у каждого свой язык любви. Кому-то там нужны прикосновения, кому-то нужны слова, чтобы понимать, что другой человек тебя любит. То есть вот каждый по-разному понимает слово «любовь». И любовь — это не только между мужчиной и женщиной, но любовь, она и в дружбе, естественно. Как у меня складывалась дружба? У меня вообще вот можно, конечно, по ребенку в детстве понять, какие у него будут простые взаимоотношения с людьми или нет, потому что если в детстве ребенок замкнут, то, возможно, и, скорее всего, у него будут проблемы потом с взаимоотношениями с людьми. Если вот он хочет побыть один все время, если его не интересует общество, потому что дети обладают огромным количеством энергии, им надо это выплескивать. И как вот знакомятся дети? Они просто подходят и говорят: я Петя или я Маша.
Когда ты становишься взрослее, конечно, это сделать уже гораздо сложнее, потому что есть определенные критерии того, кого мы можем к себе подпустить. Мы уже не такие открытые, может быть, где-то. Мы все равно надо сначала присмотреться, надо понять, что это за человек, а можно ли его подпустить к себе и так далее. Да, то есть мы уже осторожничаем очень. И вот у меня всегда с детства настолько легко складывались взаимоотношения. Я даже вот действительно, ну как я могла в каком-то юном возрасте это анализировать? Когда все хорошо, зачем об этом думать? Ты начинаешь анализировать только когда что-то не складывается, чтобы понять, в чем проблема. И вот в лагерь я ездила, и лагерь очень, кстати, помогает тоже детям вот наладить вот это взаимоотношение. В общем, я была таким лагерным ребенком, и там у меня были компании. И потом это была школа, и у нас, грубо говоря, такая была группировка, там с одной девочкой хотели дружить 10 девочек, со мной там 15, но я это говорю не чтобы там похвастаться, что я такая классная, а что у меня легко как-то все так завязывалось. И мне не нужно было в моей телефонной книжке держать огромное количество контактов для того, чтобы вот когда мне скучно там кому-то позвонить или вообще вот это ощущение того, что вот у меня много друзей, вот как ВКонтакте, например, сейчас. Вот, ну я не понимаю, меня нет ВКонтакте, я вообще не очень социальный человек, я за личное общение, я не понимаю, когда ВКонтакте у тебя 600 человек, а ты вообще, грубо говоря, одинокий человек. Но для чего тебе эти контакты? Просто для чего? Одно дело, когда найти каких-то одноклассников своих, это да, но я не вижу в этом никакого смысла, я больше вот за что-то настоящее. И потом в институте я дружила с девочками, тоже все вот так вот очень быстро у нас компания из 4 девочек возникла, потом одна девочка уехала в другой город, потом я дружила очень долго, около 8 лет с 2 девочками, но с ними недавно рассталась, расскажу чуть-чуть попозже, почему это произошло и почему я совершенно не страдаю по этому поводу. Ну и, в общем, вот так вот как-то все просто возникало. Часто такое бывает, что люди вот в определенный момент жизни они вот встречаются на твоем пути, но потом, когда кто-то из людей меняется, это вот можно заметить к примеру, там, каким-то одноклассникам или по дружбе, когда вы с кем-то раньше общались, потом время прошло, кто-то изменился, кто-то стал, поменялись какие-то интересы, и ты уже не можешь найти точек соприкосновения с другим человеком, связь вот эта теряется. И я в какой-то момент стала понимать, когда я от одного человека отказалась от дружбы с ним, потому что он поступал не очень красиво, от другой там предал. Конечно, я стала более осторожной, я уже не такая была открытая ко всему. И здесь вот этот момент, то есть как на самом деле подружиться с кем-то, стать другом. Во-первых, нужно понять, что вам нужно быть открытым. Вы не должны ходить в ракушке закрытые, и кто до вас там достучится. У вас должно быть желание, и в первую очередь, конечно, должна быть любовь к себе. Потому что если нет любви к себе, вы не сможете полюбить другого человека. Это суть взаимоотношений. Вы должны уважать себя тоже. И, конечно, я сейчас понимаю, что настоящая дружба, она как и любовь. На самом деле она должна быть бескорыстной и должна быть абсолютной любовью. Когда ты ничего не требуешь от человека, тебе ничего не надо от человека, когда ты ничего не ждешь от человека. Но это вот у меня не с раннего, не с юности было, я вот сейчас до этого дошла, потому что у меня такая подруга, мы с ней дружим уже 10 лет, вот у нее такой принцип в дружбе, что она никак не анализирует мои поступки. Даже если они где-то не сходятся с моими, она никак меня не анализирует. Она говорит: ты понимаешь, я люблю тебя просто безусловно. Вот просто вот настоящей любовью. Это очень сложный процесс, где нужна действительно серьезная работа, как работа и когда вы строите взаимоотношения в любви с человеком. Это огромный труд. Нужно очень много вкладываться. И я знаю людей, у которых не складываются взаимоотношения в дружбе.
Я знаю, например, когда человек начинает искать сразу какие-то минусы в другом человеке, начинает зацикливаться на негативе, он не может принять человека. Зачем тогда вообще нужна эта дружба? Или вот с детства вот не сложилось вот этот контакт с другими людьми, не понимает человек, он либо очень навязывается другим людям, сразу как вот говорят же, да, что если вы хотите расположить к себе человека, больше узнавайте про него, больше спрашивайте. Бывает такое, что человек совершенно не понимает, как строить взаимоотношения с другим, и он начинает все вываливать на него, вот свои, когда ты звонишь, как дела? И он сразу про себя все, то есть он не интересуется сначала, как у тебя дела, ему важно про себя все сказать. Ну, то есть, конечно, принципы у дружбы у всех разные. Для меня важна честность, я всегда это проговариваю, если с кем-то начинаю дружить, и честность, порядочность, когда я сама не могу вот как-то определенно поступить, да, и я не понимаю, как может другой человек так поступить. Но какие-то моменты, все равно друзей что-то, конечно, должно связывать. Это не должны быть, конечно, прям супер кардинально разные люди. Все равно вот какие-то такие постулаты, которые вот для тебя важны и для другого человека важны, они все-таки должны быть схожи. Вот. И почему я перестала серьезно относиться, слишком переживать за то, что вот с кем-то не складывается или люди уходят из жизни. Во-первых, я поняла, что, естественно, мы растем, мы взрослеем, и то, что было раньше важно, сейчас уже перестает быть таким прям важным. И также и с людьми. Бывают периоды, когда этот человек архиважен для вот этого периода. Но я потом анализирую уже после нашего расставания, к примеру, с этим человеком. И мы проходим вместе какой-то определенный путь. А потом наши пути расходятся. И это нормально, это естественно. Я просто всегда благодарна этим людям за то, что они были в моей жизни, и чему-то меня научили, или чему-то помогли, что-то понять. Просто бывают такие неприятные моменты, когда какое-то предательство было со стороны другого человека. Но, тем не менее, я ни на кого не держу никакого зла, я все равно благодарна за этот опыт, который я получила. Просто дальше я, к примеру, уже буду совершенно по-другому выстраивать свои отношения и замечать раньше те моменты, которые можно было заметить в тех моих прошлых отношениях, а я их совершенно не замечала. Вот. Но для меня оказалось самое сложное в дружбе — это вот как раз без этого анализа обходиться. Я все равно проецировала в дружбе то, как я бы поступила, а вот этот человек не поступил. Мне вообще свойственно, вот если я люблю человека, я готова отдать все человеку. И я просто в какой-то момент расстраивалась очень, что другой человек на это не способен. А сейчас, совершенно недавно, я поняла, что вот как раз эти 5 языков любви, я так устроена, а другой человек по-другому устроен. Это как компьютер, в который я хочу залезть и найти информацию, которой нету. Ее там нет, что я там ее буду искать? Так же, как и с человеком. У человека нет такой опции, он не такой. Он может дать любовь, но несколько иначе. Здесь я вправе согласиться или отказаться от этой дружбы, к примеру. Что касается того, что я сказала, то есть какие-то люди, у меня недавно я рассталась с некоторыми людьми, это там было, сейчас скажу, порядка 4 человека, 4 человека, с которыми я перестала общаться. И это был мой осознанный и давно принятое решение, потому что, конечно, это все не бывает с одного какого-то неправильного шага, это именно с большим количеством таких для меня личных таких неприятных моментов, которые поставили
определенную точку и дали сигнал к тому, что общение нужно наше прекратить, и оно уже не... Да, и мне кажется, что если в общении уже нету никакой радости, и люди уже напрягаются друг от друга, то, мне кажется, надо заканчивать общение. И еще мне кажется, что общение все-таки оно должно быть здоровым. Вот здоровым, что я понимаю? Общение должно быть, ну, во-первых, это должен быть взаимообмен обязательно в общении. Если один человек отдает много, а другой ничего, то здесь здорового общения не будет. И еще здесь... Я хотела сказать, да, что если кому интересно, у меня раньше было очень-очень много друзей, сейчас у меня их не так много, но это самые-самые такие друзья, которые остались, на которых я могу положиться и в которых уверена. И мне всегда важно было не количество, вот как раз моя жизненная история показывает, что, ну, не показывает вам, а мне лично показывает, что мне вообще не важно количество, вот, чтобы там сказать, что вот у меня там 20 друзей, на самом деле, мне кажется, близких друзей, их не так и много может быть в принципе. Вот те, которые проверены, которые и в беду будут с тобой сидеть и плакать, и бежать к тебе, когда у тебя какие-то проблемы, и радоваться с тобой, и радоваться в том числе за твои успехи, потому что некоторым друзьям это не удается сделать, и это тоже очень странная история для друга, который не может порадоваться за другого человека. Вот, так что такие вот соображения у меня. Так, может быть, не знаю, все ли сказала, я, честно говоря, не готовилась, так вот просто решила рассказать про дружбу. У меня вот дружба — это вот прям такое серьезное слово, не просто сказать человеку, что вот она моя подруга. Вот. И я очень рада, что у меня есть такие друзья, и надеюсь, что у вас тоже есть близкие друзья, которые всегда вас поддерживают и вас любят. Спасибо вам большое за просмотр, и увидимся в следующем видео, которое я выпущу уже завтра. До встречи, пока!